Добрый вечер, Иван. Здравствуйте, Александр. На сегодняшний день сколько времени принимаете синтезит? Сколько времени прошло с момента первого приема? Я принимаю уже чуть больше месяца, начал с 11 ноября. Хорошо. Какие самые интересные воздействия, влияния на ваш организм вы заметили за это время? Самое яркое впечатление и действительно изменение – это стало чистым дыханием. Не закладывают нос вообще никогда, хотя до этого периодически бывало трудно заснуть из-за заложенности носа. Утром тоже просыпаешься, нос заложен. Сейчас все чисто, иногда даже сушит гортань. Изменилось пищеварение в лучшую сторону, быстрее приходит чувство насыщения. То есть я стал меньше есть, не могу объесться, потому что сразу организм дает знать, что хватит. Но при этом чуть чаще стал есть. И в целом чувствую, что пищеварение стало лучше. Хорошо. Вот, допустим, со стороны повышения работоспособности, да, вот многие наши участники, кто принимает, мы в том числе, мы замечаем, что работоспособность серьезно увеличивается выносливость. Как у вас вот это происходит? В части работоспособности, да, очень яркое впечатление, что не хочется пить кофе. В Москве отвратительная погода, всегда пасмурно, и все жалуются, что сонливость в течение дня. И сам я до этого раз в день, 2 раза в день чашку кофе еще выпью. Сейчас абсолютно не хочется ни кофе, не нужно взбадриваться, чувствую себя прекрасно. По поводу физической активности я занимаюсь волейболом, и выносливость увеличилась в разы. То есть это и скорость перемещения на площадке, и запас энергии, все показатели выросли. Ну а выросли как? Вы как-то это замеряли или вот это чисто субъективное такое вот впечатление? Ну, если касаемо волейбола, э, ну, это лично, ну, как сказать, ну да, это мое субъективное ощущение, но до этого 2,5-часовая тренировка напряженная, и в конце я уже не чувствовал сил. Сейчас 2,5 часа спокойно, ноги не забиваются, хотя остальные ребята жалуются. У меня нет проблем. По поводу замеров, вот я хожу в фитнес, занимаюсь тренером, стал больше работать с более тяжелыми весами. Ну, с насколько более тяжелыми весами? Ну, до приема это было 70-80 килограмм, если мы говорим о приседе, присед со штангой на спине. Сейчас уже идет под 90, причем рост был буквально неделя-две. А до приема, чтобы взять вес на 10 килограмм больше, уходил до месяца. Месяц даже чуть больше. Ну да, такой интересный, ощутимый результат. Самое интересное, что выносливость увеличилась в те группы мышц, которые постоянно нагружены, и чувствуется рост мышц, которые до этого менее нагружались. То есть организм стал более оптимально распределять энергию по группам мышц, которые работают в том или ином упражнении. Хорошо, а вы насколько долго занимаетесь волейболом и вот фитнесом, то есть чтобы мы понимали, какой у вас стаж? Волейбол, общий стаж волейбола это 10 лет, но это любительский волейбол. Сейчас непрерывно уже где-то 4-й год. Фитнес с февраля. Фитнес именно с тренером, который для того, чтобы повысить скоростно-силовые характеристики и непосредственно высоту прыжка. Хорошо, хорошо. Вот, допустим, смотрите, с точки зрения иммунитета, да, вот общего состояния здоровья, как вы себя сейчас чувствуете? Вот вы бы, может, болели чем-то там, чего-то выздоравливали? Да, когда я начал принимать, я был простужен. Причем это одна из тех вредных простуд Москвы, когда вот ты кашляешь, чихаешь, у тебя сопли, но никакой температуры, и приходится на работу ходить, и вот это все на ногах переносить. Буквально через 3-4 дня все прошло. Дыхание сразу установилось, то, о чем я говорил. Кашель прошел через
где-то 4 дня. Соответственно, ну, никаких намеков на простуду с тех пор не было. Э, Начали приходить мелкие травмы, которые были в связках, в коленях, которые именно связаны со спортом. Сейчас вот перестал чувствовать ну, какие-то старые растяжения, мелкие боли. То есть то, что раньше беспокоило, какие-то боли в суставах, связках, они сейчас проходят, да? Да, проходит, не беспокоит, причем начинаешь это замечать совершенно ну, как-то не сразу. Потому что боль, когда она беспокоит, ты ее замечаешь, а когда ее нет, тебе комфортно. И только потом вспоминаешь, что у меня же болела здесь пятка, сейчас не болит. Вот в этом удивительное свойство. Ну да, к хорошему быстро привыкаешь, и важно замечать, что это хорошее происходит, и помнить, потому что, как сами знаете, счастье – это именно осознание счастья, а не просто какой-то такой эфемерный продукт. Ну да, просто я же все-таки вхожу в группу тестирования, поэтому я стараюсь именно следить за изменениями, что было до, что после. Вот, например, одно из тоже ярких изменений, у меня был начинающийся варикоз на левой ноге, сейчас вены ушли, то есть их нету. Очень То есть ни- интересно. Никакого даже намека на начинающийся варикоз или что нужно за этим следить. Причем по поводу кровеносной системы, вот у спортсменов есть так называемое компрессионное белье, оно помогает лучшую кровотоку, плюс для мужчин это профилактика варикоза. Пришлось отказаться именно от этого компрессионного белья, я в нем играл уже года 2, потому что стало стеснять. То есть оно сжимает кожу, и сейчас это стеснительно. Обхожусь без него и прекрасно чувствую. Хорошо, хорошо. Наблюдайте дальше за своими положительными изменениями, и вот, скорее всего, ваш материал, который мы сейчас снимаем, мы покажем в стриме, который пройдет в этот вторник. Может быть, у вас есть пара слов, которые вы хотите сказать для тех, кто сейчас его смотрит? Я хочу сказать, что ну, это необычный продукт, и я не думал, что он будет действовать именно так. Хочу сказать, что прекрасно себя чувствовать, это дорогого стоит. И желаю всем, в принципе, быть здоровыми. Да, и всего хорошего. Насколько я помню, дорогого стоит, говорил Евгений в прошлом нашем ролике. Я, честно говоря, ну не, я смотрел ролик, но это мне не отложилось, что именно так он сказал. Хотя ну, это общепринятая фраза, потому что здоровье не купишь за деньги. Поэтому зря мы всем при встрече желаем быть здоров, при прощении. То есть это самое дорогое, что можем пожелать людям. Все верно. Спасибо большое за интервью, Иван. На сегодняшний день синтезит – единственная незаменимая и безопасная возможность воплотить в жизнь мечту сотен миллионов человек. Мечту вернуть молодость, здоровье и продлить жизнь.